Давай, подходи. Куда ты? Фу. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот ты барбос, а. Дамы и господа, в этом ролике вы узнаете, как отделать такой цоколь в стиле имитация камня. Подробно, пошагово я расскажу и покажу, как сделать красивые камешки, накидочка, нарезочка, стыковочка, покрасочка. Все собрано в одном ролике. Устраивайтесь поудобней, приятного вам просмотра. Ну а те, кто еще не подписался на канал, советую подписаться. У меня много хороших и интересных, полезных видосов выходит. Ну и смотрите обязательно описание, там будут ссылки на предыдущие ролики по этому цоколю, какие у него были проблемы и как я их решал перед чистовой отделкой. Также в описании будут ссылки на другие полезные видео. Ну и обязательно пишите свои комментарии под видео, нравится вам или не нравится. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ну а мы начинаем. Первоначально, если это кирпичная стена, да даже и бетонная стена, нужно немного ее увлажнить. Кирпич красный, пористый, после огрунтования он впитывает в себя медленней воду, но впитывает. Это обязательное условие для качественного оштукатуривания. Набросочку можете делать мастерком, ковшом, руками, кто как умеет. Даже шпателем можно набрасывать. Методики разные. В моих роликах я их показываю, особенно в ролике «Нереальный раствор». Кстати, там я показал как варианты работы с этим раствором, поэтому берите на заметку. Ссылки, конечно же, будут в описании на такие ролики. Как всегда, напоминаю, обязательно нужно уплотнить качественно раствор, после чего сделать необходимую рельефность, то есть где-то добавить раствора, где-то сделать какие-то засечки необходимые, после чего, смочив валик, прокатываем. Можно сплошняком, можно выборочно, это уже как вам нравится. Валики нужно делать самостоятельно. Обязательно об этом сниму ролик, как буду приготавливать следующий валик. Ну, в принципе, ничего сложного. Обмазать его силиконом, добавить туда каких-то камешков, сделать необходимые рельефные выступы и валик, ну и дать ему просохнуть, и, конечно же, валик будет готов. Здесь я прокатываю практически сплошняком, чтобы камни были у меня похожи, все имели определенную шагрень. И обязательно валик после прокатки нужно тщательно вымыть. Друзья, к этапу нарезки подходим не ранее, чем через 2 часа. По крайней мере, я так рекомендую, чтобы раствор именно набрал свою определенную прочность, схватываемость, и тогда резать будет удобно. Самый лучший диапазон, если вы делаете раствор по моей методике, по моим формулам, и подготовка у вас стена кирпичная с легким грунтом глубокого проникновения, вы его увлажнили, и тогда приступать к нарезке лучше всего во времени от 2 до 4 часов с момента нанесения раствора. Здесь нарезку я комментировать много не буду, о ней есть специальные ролики. Но здесь напомню, что когда мы обрываемся на сегодняшний день, значит, не доходя до этого края, 60, 70, 80 сантиметров, нужно начать от края разметочку, а потом свести эти правую часть и левую часть в серединочке, она у вас прекрасно сведется.
Ну и на следующий день все то же самое. Произвел стыковочку, сформировал угол, накидочка. Видите, внизу гидроизоляция, вот ее я увлажняю совсем немного. На кирпич лью побольше, на гидроизоляцию совсем чуть-чуть. Чтобы была хорошая адгезия, но не переливать, чтобы раствор с нее не стекал. Обязательно мойте хорошо кельму, когда она чистая, когда она влажная, она хорошо скользит по раствору и работать намного удобнее. Уплотнение – это обязательный фактор качественного оштукатуривания. Не пренебрегайте им, иначе будет очень много трещин. Часто задаете вопрос, а почему так много трещин? Потому что там пустоты, и раствор во время своего схватывания, вот эти пустоты локально вверху, раствор сжимается и получаются такие разрывы. Поэтому максимально заполнены раствором и максимально уплотнено должно быть основание. Сейчас процесс обжигания фибры. Кто спрашивал, кому интересно, как это делается, вот такая насадочка, газовая горелочка и обычный баллончик. Значит, если кто пользуется первый раз и не знает, и не получается его включить, вот когда открываешь газ, сильно гудит.
Вот сейчас зажглось. А бывает так, что открываете сильно газ, и пьеза может не зажечь. Тут хорошая горелочка. Вот поэтому открывайте газ потихоньку. Вот так, а потом уже добавляйте. И процесс идет такой, как от спаливания курицы. Вот вы должны сейчас увидеть. Как мелкие все волоски, фибры, они плавятся. И вот так проходим каждый шов. Вот, видно, да? Вот, волоски, смотрите, какая. В принципе, все хорошо видно. Достаточно просто все получается. Значит, такого баллона вам хватит на цоколь периметром 50 вагонных метров. Вполне этого баллона хватает. Ну, даже еще может останется, потом будете шашлыки в них прожигать. Ну, после обжигания переступаем к этапу покраски. Первый этап грунтовочка. Значит, берем 2% коричневого, 2% бежевого, 1% черного. Вот такая вот она коричневая, такая вот масса. Грунтовочку берем хорошую, качественную, глубокого проникновения. Можно укрепляющую грунтовку. В данном случае я использую грунтовку Weber, я ее не разбавляю. На один слой хорошо прохожу, тщательно промазываю швы, чтобы они стали такими темненькими. Вот. А сами камешки прохожу, где-то заливаю сильно, как я уже вам рассказывал, где-то заливаю не так сильно, чтобы оставлялись высветлые такие вот светлые пятна, в которые в дальнейшем будут покрываться другими тонами. Таким образом у нас на камнях будет игра цвета. У кого еще нет краскопульта, но желаете его приобрести, у меня на канале есть обзор на краскопульт, которым пользуюсь я. Также я рекомендую некоторые аналоги, которые значительно дешевле и для непостоянного использования они достаточно пригодны. Поэтому ссылка будет на эти обзоры в описании. Заходите, смотрите. Ну а если желания покупать краскопульт нет, тогда можно раскрашивать все это кистями. Методика в принципе похожа. Вот после нанесения получаем вот такой вот внешний вид. Если где-то видим потеки, обязательно проходим их, растираем. Недопустимо их оставлять. Вот так видим подсохший уже цоколь. Видит, где мокрые пятна. Сегодня утром он увлажнялся, поэтому еще где-то цвет другой. Дальнейший, следующий этап. Я взял краску базу С, разбавил ее с грунтовкой 1 к 1 и добавил охры, такого песочного туда оттенка, чтобы получился вот такой вот цвет. И прохожу выборочно, не по всем камням, а выборочно местами хорошенечко растираю, потому что красочка такая достаточно жиденькая получилась, но это мне и нужно, чтобы вместе с грунтовкой краска немного впиталась, и этот оттенок он был как не на поверхности, а глубоко проник, максимально проник в камешек. Где-то будет он оставаться на поверхности, где-то войдет глубже в камень. В этом-то и есть весь прикол, так сказать, чтобы игра цветов она сохранялась. После этого этапа, друзья, к сожалению, остался за кадром элемент, но я пробежался, вот вы видите темные пятна. Я сделал темно-темно-серую такую красочку и тоже локально ей пробежался. И потом вот этой охрой еще раз прошелся как вторым слоем, то есть местами она впиталась, она посветлела, и необходимо было добавить этого цвета. То есть опять же выборочно, там где проходил и там где не проходил, еще немного добавил. После высыхания этих слоев я развел рыжий такой цвет, сделал 3% оранжевого туда тона, 1% коричневого и где-то полпроцентика добавил черненького, и получился такой грязно, такой рыжий оттенок. И им прохожу тоже выборочно, где-то
подливаю на некоторые мелкие камешки посильнее, на крупные камешки совсем немного и добавляю на камень такой вот рыжины. Получается достаточно симпатично, контрастно и натурально. Напишите в комментариях, как вам нравится ли такой оттенок, насколько он придает натуральности. И напишите свои пожелания, ну или замечания к этому оттенку. Краску здесь разбавил где-то на процентов на 20-30 грунтовкой, чтобы была погуще. Ну и после подсыхания этой же красочкой пробежался второй раз, добавил яркости, где-то пропустил, где-то добавил совсем немножко, а где-то добавил прям поконтрастней, потому что все равно после высыхания краски светлеют, краски впитываются, тем более работа, когда происходит именно под прямыми солнечными лучами, нужно проходить как минимум 2 раза. Вот так, друзья, получились камешки. Здесь сухую кисть я не применял, достаточно получилось красиво, и заказчик остался доволен этим результатом. Поэтому ваши мнения можете выразить в комментариях. Дальнейшим этапом отделки является покрытие либо силиконовой пропиткой, либо лаком. Я же покрою пропиткой. Так, друзья, здесь на этой стене использую силиконовую пропитку, силиконовый гидрофобизатор. Мокрый камень, она еще даст темноту примерно на 1 тон. Смотрите, как это делать. Значит, я уже показывал, у меня есть ролики по финишной отделке фасада. Но повторюсь, значит, наношу и тщательно кистью растираю и возвращаюсь на предыдущее место нанесения, чтобы убрать какие-то потеки. Покажу пример на небольшом участке. Вот, нанес и тщательно растираю, чтобы пропитка равномерно распределилась по всей поверхности. И особенно в швах. Так как здесь уже грунт, 2 слоя краски, пропитка впитывается, конечно же, плохо, практически не впитывается. Но в местах, вот, например, в швах, где только грунт, она впитывается лучше и будет защищать швы дополнительно, придаст им тон темнее, выглядит таким образом. Вот, видите, белесость ее оставляет. Сейчас продвигаюсь дальше, обрабатываю участок, растираю и возвращаюсь сюда, прохожу, если где-то остались какие-то капельки, их уже растираю. То есть через несколько минут надо вернуться сюда и пробежаться, растереть капли.
Вот, друзья, готовый результат, который вы видели и в начале этого ролика. Благодарю вас за просмотр. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. По возможности всем отвечу. Ну и творите с удовольствием. А я желаю вам, как всегда, творческих успехов. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал Каменный Декор. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Делитесь ими с друзьями. Ну и читайте описание, там тоже есть полезные видео.